Итан Митчелл всегда испытывал особый интерес к большим инженерным проектам, и дамбы занимали в его списке приоритетов первое место. В этих массивных сооружениях, удерживающих миллионы галлонов воды, было что-то одновременно впечатляющее и немного загадочное для него. Поэтому в одно солнечное субботнее утро он собрал свой дрон и снаряжение, а затем отправился на несколько часов в поездку, чтобы увидеть одну из самых высоких дамб в стране. Это был его первый визит к ней лично, и он с нетерпением ждал возможности запечатлеть ее масштаб и детали с воздуха. Однако он не ожидал того, что обнаружит всего через несколько минут после взлета. Итан приехал как раз в момент, когда солнце начало согревать небосвод. Припарковавшись на тихой смотровой площадке, он вышел на свежий утренний воздух. Легкий ветерок приносил аромат сосновых деревьев, а под ним дамба простиралась, словно гигантская бетонная плита, разделяющая спокойное водохранилище и стремительно текущую реку внизу. Итан остановился, чтобы насладиться видом, но желание поднять дрон в воздух быстро взяло верх. Его жена так и не могла понять, почему он так увлечен этим делом, но она поддерживала его. Ему всегда было трудно объяснить, насколько невероятно то, что люди могут разработать что-то достаточно прочное, чтобы удержать такую массу воды. Итан всегда был немного инженером-энтузиастом, и дамбы были его особой страстью. Это определенно было одной из самых впечатляющих, которые он видел. Он нашел ровное место поблизости, поставил сумку и начал распаковываться. Дрон, который он привез, был его гордостью и радостью. Он потратил несколько месяцев, копя деньги на него, и провел несколько упорных разговоров с женой, чтобы она наконец согласилась поддержать его. Она не разделяла энтузиазм, но понимала, как это важно для него, и уважала его. И вот сегодня, стоя здесь, он почувствовал, что все это того стоило. Дрон завелся, винты закрутились, и аппарат плавно поднялся в воздух. Итан отрегулировал управление и отправил его в полет над дамбой, наблюдая за трансляцией на планшете. Вид был потрясающим. Сверкающая голубая вода за плотиной, густые леса по берегам реки внизу и массивное сооружение, стоящее между ними. Он был прикован к экрану, поражен тому, насколько все это великолепно выглядело. Ему было трудно поверить, что он так долго откладывал поездку, чтобы увидеть все своими глазами. В первые несколько минут Итан летал дрона широкими дугами, захватывая плавные кадры дамбы с разных ракурсов. Он здесь и там приближался, чтобы внимательно рассмотреть конструкцию, мысленно сравнивая детали с другими дамбами, которые изучал. Некоторые вещи казались привычными, а другие выделялись как уникальные для этого конкретного сооружения. Затем, направляя дрон к центру водохранилища, что-то в трансляции заставило его остановиться. Рядом со сбросом воды плавала небольшая баржа. Увидеть баржу на воде и... не редкость. Вокруг дамб часто используют лодки для технического обслуживания или осмотров, но это казалось неуместной. На ней не было рабочих, и она не двигалась, просто стояла. Удивительно неподвижная. Итан поднял бровь, но сначала списал это на какую-то текущую работу. Она не выглядела как обычное судно, и, учитывая ее расположение, он понимал, что она рядом не просто так. Тем не менее, его любопытство взяло верх, и он опустил дрона немного ниже, чтобы получше рассмотреть. Трансляция приблизила вид на палубу, показывая старую потрепанную баржу. Краска выцвела. Все выглядело так, словно долго не трогали. Это была не та лодка, которую обычно оставляют плавать без присмотра. И тогда Итан заметил нечто странное. Большие ящики, сложенные на палубе и привязанные веревками. Его сердце сжалось. Ящики выглядели неаккуратно, словно их бросили там наспех. Это вызвало у него неприятное ощущение. Кто мог оставить такое рядом с дамбой без присмотра? Это казалось неправильным. Он медленно облетел дрона вокруг баржи, стараясь запечатлеть каждый угол. Камера показала больше деталей. Веревки местами были изношены. На ящиках не было никаких маркировок или этикеток.
Итан наклонился к планшету и внимательно следил за трансляцией. Очевидных признаков чего-то странного не было, но вся обстановка казалась подозрительной. Тишина вокруг баржи и странный груз заставляли его терзаться догадками. Пытаясь составить картину целиком, он направил дрона в сторону сброса воды, чтобы посмотреть, не заметит ли что-то еще. Когда дрон завис над краем дамбы, он увидел нечто, что заставило его желудок свести судорогой. Одна из металлических решеток над водосбросным каналом была сдвинута, едва держалась, и была открыта настолько, что через нее мог бы пролезть человек. Она должна была быть плотно закреплена. Итан стал крепче сжимать пульт управления. Это уже было не просто странно. Это было серьезно. Он огляделся вокруг, но место было пустым. Тем не менее, чувство тревоги в груди только усилилось. Здесь что-то не так, и он это ощущал. Но продолжал управлять дроном, чтобы узнать больше. Через 5 минут он заметил нечто, что вызвало мурашки по коже. На экране дрона он увидел движение чуть ниже поверхности воды рядом с баржей. Сначала подумал, что это просто ветер создает рябь, но узор казался слишком контролируемым. Он приблизил дрона, чтобы рассмотреть получше. И тогда он увидел это. Едва заметный темный силуэт, скользящий под водой. Он был огромен, куда больше любой рыбы или плавающего мусора. Живот свело, когда очертания стали яснее. Появлялись отблески металлических деталей, отражающих солнечные лучи сквозь воду. «Что это?» – прошептал Итан, не отрывая глаз от экрана. Он наклонился и склонил голову, словно это могло помочь ему понять, что он видит. Тень медленно кружила вокруг баржи, затем исчезла возле сброса воды, прямо у сдвинутой решетки. Его разум искал объяснение. Это была какая-то подводная машина, старое оборудование, что-то новее. Как бы он ни пытался это понять, это не имело смысла. Но глубоко в душе он знал, что это здесь не должно быть. Раньше он и испытывал возбуждение от всего происходящего, но оно исчезло. Теперь он просто почувствовал тревогу. Пришло время сообщить о том, что он увидел. Это не то, что можно игнорировать. Если с дамбой что-то случится, даже самый незначительный сбой, это может привести к серьезным наводнениям, разрушить дома, земли и привести к гибели дикой природы ниже по течению. Он не хотел об этом думать, но осознавал, что риск реален. Оставив дрона висеть в воздухе, Иван достал телефон и позвонил в местную станцию рейнджеров. Пока телефон звонил, он продолжал следить за трансляцией с дрона. Тень исчезла, но ее необычная форма осталась в памяти. «Офицер Брэдшоу слушает», — ответил глубокий голос. Итан не стал медлить. Он рассказал все. Пустую баржу, ящики, открытую решетку и странную фигуру под водой. Брэдшоу не прерывал. Внимательно слушал. Его голос становился серьезнее с каждым новым фактом. К тому моменту, когда Итан закончил, голос рейнджера звучал так же тревожно, как и у него. «Хорошо, оставайтесь на месте», — решительно сказал офицер. «Мы сейчас же отправим сюда группу. Берегите себя и держите дрона в воздухе, если сможете. Сообщайте нам сразу, если что-то изменится». Итан кивнул. Сердце колотилось, когда он завершил звонок. Маленькая часть его надеялась, что он был слишком пуглив, что офицер скажет, что беспокоиться не о чем. Но слышать такой серьезный голос и знать, что команда уже выезжает, только усиливало его тревогу. Он направил дрона обратно к барже, следя за любыми признаками движения. Вода теперь была спокойной и зеркальной под солнцем. Но тишина была тяжелой, словно что-то ждало под поверхностью. Итан молил, чтобы рейнджеры пришли как можно скорее. Ему не нравилось чувствовать себя одному с чем-то неизвестным. Прошло, казалось, вечность, когда патрульная машина рейнджеров подъехала к смотровой площадке. 2 рейнджера вышли, смотрели в бинокли и общались по радио. Итан помахал им и быстро показал живое видео с дрона. Они внимательно изучали кадры.
обменивались взглядами, показывая, что не понимают, что видят, но им это не нравится. «Нам нужно все исследовать поближе», — тихо сказал один из них. Они решили спустить маленькую лодку с ближайшей пристани, чтобы посмотреть на баржу напрямую. Итан предложил держать дрона в воздухе, чтобы дать им обзор сверху. Так они смогут наблюдать с двух ракурсов. Он надеялся, что это поможет сохранить их в безопасности, хотя тревога в животе росла. Лодка рейнджеров уверенно скользила по воде, приближаясь к барже. Итан следовал за ними дрона, фокусируя камеру на их каждом движении. Когда лодка достигла баржи, один рейнджер удерживал ее на месте, а другой забрался на палубу. Итан внимательно наблюдал, как рейнджер осторожно обходил ящики, останавливался, чтобы их осмотреть. Внезапно рейнджер замер и помахал руками, призывая своего напарника. Сердце Итана сжалось. «Что-то не так», – прошептал он, меняя угол обзора дрона для лучшего вида. Рейнджер на барже кричал что-то, но слова не долетали до берега. Через мгновение он открыл один из ящиков, и увиденное заставило кровь Итана стынуть в жилах. Это было совсем не то, что он ожидал в начале дня. Внутри ящика лежали взрывчатые вещества, настоящие промышленные заряды, и к ним были прикреплены таймеры. Дыхание перехватило, оно стало коротким и прерывистым. Осознание навалилось с полной силой. Кто-то оставил взрывчатку на барже прямо рядом с дамбой. Рейнджеры сразу же пришли в движение, вызвали подкрепление и начали эвакуацию территории вокруг плотины. Итан держал дрон неподвижно. Руки дрожали, когда он пытался сфокусироваться на экране. Мысли крутились в голове. Кто мог сделать такое? И зачем? Именно здесь. Словно в ответ тень снова появилась, на этот раз скользя по воде в сторону лодки рейнджеров. Сердце Итана бешено колотилось. Он менял высоту дрона, пытаясь получить более четкий вид. Форма показалась на секунду, и теперь он увидел ясно. Это была гладкая механическая машина с прикрепленными рукообразными инструментами. Определенно какой-то подводный робот. И тут до него дошло. Это был не просто механизм, а дрон. Значит, кто-то рядом управлял им и наблюдал за всем, что происходит. Холод пробежал по позвоночнику Итана. Если они наблюдали за всем этим, они, вероятно, видели и его дрон. Эта мысль вызвала у него мурашки по коже. «Осторожно!» – инстинктивно закричал Итан, хотя знал, что его не слышат. Рейнджеры заметили движение в воде, они быстро повернулись к ребям, и один из них схватил шест, ударяя по воде возле баржи, пытаясь отпугнуть машину. За мгновение до того, как устройство достигло их, подводный дрон резко развернулся и нырнул в глубины. Итан с облегчением выдохнул, сердце колотилось. Через несколько минут прибыли дополнительные службы. Саперы, водолазы и поддержка. Они быстро огородили территорию и начали полномасштабное реагирование. Итан смотрел сверху, разочарованный тем, что не мог рассказать им то, что теперь знал. Кто бы ни стоял за этим, он должен быть рядом. Но он был слишком далеко, чтобы кричать, а команда уже заняла позиции. Он вернул дрона на землю, сэкономив заряд батареи, но остался на смотровой площадке, продолжая следить. Водолаз у воды остановился, явно узнав тип подводного дрона. Спустя моменты небольшая группа рейнджеров отделилась и направилась пешком в другую сторону. Итан мог лишь надеяться, что они собираются искать того, кто управлял устройством. Оставшаяся часть дня тянулась медленно. Солнце опускалось, в то время как команда аккуратно извлекала взрывчатку и обеспечивала безопасность. Когда опасность миновала, Итан почувствовал волны облегчения, но понимал, история не закончена. Угроза была устранена, но осталось много неотвеченных вопросов. Позже вечером офицер Брэдшоу подошел к Итану и поблагодарил его за своевременный звонок. «Ты, возможно, только что спас дамбу и многих людей», — сказал серьезно рейнджер. «Мы все еще не знаем, кто за этим стоял и что именно они планировали, но мы обязательно выясним». Он попросил Итана отправить все записи с дрона для расследования. Всегда есть шанс упустить что-то важное, и Брэдшоу не хотел рисковать.
Итан согласился, медленно кивая, чувствуя усталость дня. Собирая свои вещи, он в последний раз посмотрел на дамбу. Она стояла так же крепко и надежно, но теперь казалась другой. Вся эта мощь, и все же она была так близка к катастрофе. Он знал, что никогда не посмотрит на нее или свой дрон так же, как раньше. Как объяснить это жене? Все началось как обычная прогулка на выходных, а превратилось во что-то гораздо серьезнее. С ключевой ролью его дрона. Итан даже страшился представить, что могло бы случиться, если бы он не был здесь вовремя. Он еще раз посмотрел на дрон, осознавая, что все сбережения и споры теперь казались стоящими того. Возможно, именно он помог спасти жизни. По пути домой, когда солнце опускалось за горизонт, Итан не мог перестать прокручивать все произошедшее в голове. Странная баржа, взрывчатка, подводный дрон — все казалось нереальным. И пока офицер Брэдшоу не найдет виновных, вопросы оставались с ним. Но одно было ясно. Решение запустить дрон тем утром изменило все. Если бы он приехал позже или проигнорировал увиденное, могло бы быть слишком поздно. Теперь остается только надеяться, что виновные будут найдены раньше, чем произойдет следующая попытка. А теперь слово за вами. Что вы думаете об этой истории? Слышали ли вы когда-нибудь о прорыве дамбы или близком к этому случае? Мы будем рады услышать ваше мнение. Оставляйте комментарии ниже. Поставьте лайк, если вам понравилась история. И не забудьте подписаться на канал для новых рассказов. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.